В моем сегодняшнем видео я хотел бы рассказать вам о довольно необычном и даже уникальном проекте, который называется Apron Network. Данный проект представляет собой не какой-то очередной DeFi, которых сейчас расплодилось несколько сотен, и не очень молодую криптобиржу. Apron Network — это крайне мощное и функциональное решение для разработчиков децентрализованных приложений, а также для их пользователей. То есть это своего рода промежуточное ПО, которое существенно облегчает программистам создание DApps, причем не ограничиваясь каким-либо одним блокчейном. В качестве примера для лучшего понимания можно привести проект Infura, который наверняка многим известен. Данный проект заточен под сеть Ethereum и представляет разработчикам удобное API и систему нод для подключения к блокчейну эфира и более простой разработки приложений. Услугами Infura пользуются многие стартапы, и даже крупная криптовалютная биржа использует решения, функционирующие на Infura, для обеспечения ввода и вывода эфира и его токенов на свои платформы. Особенно известным данный проект стал 11 ноября 2020 года, когда большое количество криптовалютных бирж объявили о невозможности вывода для пользователей и приема депозитов для абсолютно всех ERC-20 токенов. И случилось это потому, что команда Infura не установила вовремя соответствующие обновления на свои узлы, из-за чего даже произошел небольшой незапланированный форк в сети эфира. И причиной этому является то, что Infura — это централизованный проект. Однако герой нашего сегодняшнего обзора Apron Network представляет все те же функции для упрощения разработки и взаимодействия с децентрализованными приложениями, только при этом и сам проект работает децентрализованно. То есть у Apron Network имеется своя сеть, свой блокчейн, в котором имеются провайдеры информации, майнеры и даже собственная DAO. То есть децентрализованная автономная организация, члены которой принимают решения о работе функций Apron Network путем голосования токенами APN, внутренней валютой сети Apron Network. Именно децентрализация делает проект Apron Network особенным и выделяет его среди конкурентов, таких как Infura, позволяя избежать их ошибок. При этом и любые инфраструктурные расходы в Apron Network будут минимально низкими, потому что за них будут отвечать сами пользователи сети Apron, такие как майнеры и провайдеры, что, соответственно, позволит создателям DApps еще и экономить на разработке и развертывании своих приложений. К тому же, такой децентрализованный подход Apron Network не приводит и к централизации самих блокчейнов. Ведь, например, есть треть или четверть DApps, работающих на блокчейне эфира, будет обслуживаться через узлы одного провайдера, то это ставит под угрозу многие проекты в данной сети, что и было видно на примере с падением узлов Infura. Apron Network же нисколько не уменьшает децентрализацию блокчейнов, потому что сам является децентрализованным. И, кстати, о блокчейнах. Еще одной отличительной особенностью проекта Apron Network является то, что он позволяет работать одновременно с несколькими блокчейн-сетями. В данный момент поддерживается, разумеется, Ethereum, но также и Binance Smart Chain, Tron, Polkadot, Kusama, EOS, Ethereum и Filecoin. То есть, установив один раз среду разработки от Apron Network, программисты смогут разрабатывать и управлять децентрализованными приложениями сразу на всех блокчейнах. Причем делая это как с любого устройства, даже с мобильного телефона. А при возникновении каких-либо проблем они смогут обратиться в DAO Apron Network за решение своей проблемы. Ну и помимо упрощения разработки, у Apron Network имеются и другие функции. Например, в состав Apron Network входит также и Apron Market, который является своего рода маркетплейсом для DApps услуг. Благодаря Apron Market разработчики и пользователи децентрализованных приложений смогут находить друг друга, что будет несомненным преимуществом для всех. Причем Apron Market тоже является децентрализованной системой, которая выполняется в виде смарт-контракта, автоматически балансирующего спрос и предложение, а все возникающие при этом конфликты регулируются консенсусом пользователей через децентрализованную автономную организацию Apron Network. Что же касается разработки, то сеть Apron Network начала создаваться относительно недавно, только в 2020 году. И ожидается, что полноценный ее запуск произойдет в конце 2021 года, пройдя перед этим стадию бета-тестирования, которая должна начаться во втором квартале 2021 года. В данный же момент у Apron Network запущена тестовая версия, которая пока что работает только для блокчейна Heco.
собственного блокчейна от криптобиржи Huobi. И попробовать функционал Apron Network на примере данного блокчейна можно сейчас абсолютно бесплатно, потому что токенов APN пока нет в свободном обращении. При этом начальное финансирование команда Apron Network получила в виде гранта от Web3 Foundation. Продажи токена APN, который сейчас доступен в виде упрощенной ERC-20 версии, проводятся только среди частных инвесторов. Однако в будущем команда обещает провести и публичную распродажу токенов, в которой смогут принять участие все члены комьюнити. Также сейчас проходит масштабный airdrop токенов APN от команды Apron Network, в котором разыгрывается целых 200 тысяч APN среди 2000 пользователей. При этом максимальный приз за выполнение условий airdropа составляет целую $1000 токенами APN. Более подробно с условиями данного airdropа вы сможете ознакомиться по ссылке в описании, а также вы найдете ссылку и на официальный сайт Apron Network, и на их телеграм-канал с новостями, где вы сможете следить за разработкой проекта, а также там вы раньше всех сможете узнать о начале распродажи токенов APN, на тот случай, если захотите поучаствовать в ней.